Вы знаете, что он отказался взять повестку? Я говорю, знаю. И что вы по этому поводу думаете? Одобряю. А Родину защищать? На нашу Родину никто не нападал. Мы знаем, кто на кого напал, и знаем, что тот, кто напал, тот виноват. Более того, мы знаем, что агрессор никогда не выигрывает войны. И мне, как гражданке России, приходится это признать, и тоже против исторических фактов трудно. Родина – это то, за что мы отвечаем. Мы несем за это ответственность. Вот тогда это Родина. Тогда мы граждане. Ну что нужно в моем возрасте? Ну что, у меня большая пенсия, 28 тысяч. А свобода – это не только свобода для добра. Это свобода и для зла тоже. Я поняла, что это важно. Важно, чтобы голос шел отсюда. Все сильно сложнее, но не где-то в середине. А, к сожалению, уже середины, как я понимаю, нет. Выберите, пожалуйста, Родина или истина? Оправдываются мои худшие предсказания. Поэтому лучше я от них воздержусь. Я боюсь говорить. Пожалуйста, присаживайтесь. Вот кого надо снимать. Смотрите, какие у нас посетители. Здрасте. Здрасте, здрасте. Как вы себя чувствуете? Нормально. Если будете снимать вот это, благодарность Путина и Медведева, и вот эту вот, я очень горжусь, атаманской грамотой. Потому что я думаю, что наградной крест казачества, наверное, есть у меньшего числа правозащитников, чем орден почетного легиона. Сейчас, когда все уезжают из России, комитет «Гражданское содействие» только расширяется. У вас какие-то коробки, у вас новые люди. Я так понимаю, что у вас новые сотрудники и у вас новый офис. Что происходит? Ну, новый офис у нас, потому что нас выгнали из старого, скажем прямо. У нас был бесплатный офис, который мы получили благодаря Явлинскому, который договаривался с Лужковым о том, чтобы на каких-то выборах не мешать друг другу. Но в результате этих переговоров в конце Явлинский положил Лужкову письмо с просьбой выделить нам офис. Ну вот, прошло 10 лет, Лужкова нет, Явлинский не в такой фаворе. Собянин сказал, как, иностранный агент бесплатно сидит тут в офисе на нашем, можно сказать, имуществе. Вон. И нас выставили. Поэтому у нас появился новый офис. Теперь он за деньги. Очень дорого стоит, да, он очень дорого стоит, благодаря предусмотрительности наших молодых сотрудников, с которыми я долго спорила. В один из проектов были заложены деньги на форс-мажорную ситуацию. Я говорила, людям надо отдавать, какие там форс-мажоры. Но они оказались правы. Это очень дорого. Конечно, и это отнимает деньги вот у людей. Насколько изменился состав тех, кто приходит к вам за помощью? Вот сейчас, с февраля 2022 года. Ну, состав, конечно, изменился. Это в основном Украина. Мы приняли больше 4000 украинцев с этого времени. И оказали непосредственно помощь какую-то. И помощь эта уходит со свистом. И если мы начали с того, что всем приходящим, всем беженцам с Украины мы выдавали по 5 тысяч на человека. Потому что получить 10 тысяч путинских обещанных – это огромная бюрократическая процедура. Конечно, кто-то получает, особенно в тех регионах, где бюджет получает эти деньги. Потому что Москва не получает денег. Значит, человек подает здесь на эти 10 тысяч все документы, они идут куда-то, либо в Ростов, либо в Курск, либо еще есть какие-то несколько регионов, в которые бюджет направляет эти деньги. И дальше все идет туда. А дальше что? А дальше начинается вторая бюрократическая процедура. Наши сотрудники говорят, что видели там 3 человек, получивших. Понимаете?
А я видела одного. Ну, вы понимаете, люди приехали в Москву, здесь нет пункта временного размещения. Они, как правило, приехали к родственникам, но деньги быстро кончаются. Вот первая семья, которой я непосредственно помогла, это семья тоже украинская. Они приехали из Изюма в 2014 году. Они получили уже российское гражданство, но это трое, мама, папа и сын. Они живут в 15-метровой снятой комнате в каком-то странном закрытом общежитии, в общем, в довольно тяжелых условиях, и они приняли 5 человек. Родителей вот этой женщины, которая обращалась к нам, ее брата с женой, оба раненые, и их ребенка. И их получилось в одной вот этой 15-метровой комнате 15 человек. Вот. И нет денег. Раненых быстро выписали из больницы, сделав операцию, но на домашний уход. А понимаете, какой домашний уход в таких условиях? Они вызывали сестру, и пока вот наш доктор не объяснил им, как это сделать так, чтобы этот патронаж был бесплатный, они платили за каждую перевязку 1500. А больных 2. Ну вот, понятно, что просто мгновенно. Мне только позвонила, я мгновенно деньги отправила, потому что понятно, что люди в очень тяжелом положении. Вот так по городу ходишь, как будто бы войны нет, беженцев нет, раненых нет. Почему они оказываются невидимыми? Ну, вы знаете, это как-то для населения много чего оказывается невидимым. Люди хотят в области психологического комфорта оставаться, с одной стороны. А с другой стороны, это отсутствие привычки отвечать за свою страну и за тот мир, в котором ты живешь. Человек ждет, пока его не призовут. И не скажут, что ты обязан делать то-то, то-то и то-то. Ну, тогда он хочет, не хочет, очень часто не хочет, он это делает. Привычка патернализма со стороны государства. А мы чем виноваты? Мы чем виноваты? Вот ко мне недавно на улице подошли 2 женщины, которых я до этого не видела и не знала, и сказали, что они хотят выразить солидарность мне с моей позицией. И сказали, что они хотят мне сказать 2 вещи. Во-первых, что они поддерживают, а во-вторых, что таких людей много, несмотря на то, что они молчат. А дальше у нас был разговор. Одна из них, видимо, я же ее ни о чем не спрашивала, я просто сказала спасибо, но, видимо, чем-то мучимая внутри, стала мне говорить, что она не чувствует себя виноватой, она ни при чем. И, видимо, ей хотелось подтверждения, что она ни при чем, понимаете? А почему ни при чем? Я ей ответила, что я, конечно, не сторонник коллективной вины, тем более коллективного наказания, но я считаю, что каждый человек, у которого российский паспорт, каждый гражданин России несет ответственность, свою часть ответственности за то, что делается от нашего имени. И вот это вот понимание, его не было в советское время. Ведь как говорили о государстве? Они, что они сделают, что они... Какие-то они. Кто это они? Вот какие-то они. А мы – это сами по себе. А мы народ. Мы простой народ. Вот ужасно не люблю вообще это понятие «простой народ». В 2009 году журналисты Роб Уокер и Джошуа Гленн прошлись по нью-йоркским секонд-хендам, барахолкам и гаражным распродажам и купили кучу разных предметов. Кружку с котенком, фарфоровый грибок, подушку для иголок, свинью-копилку, в общем, ничего ценного. Покупки обошлись им $128.74. Но к концу года стоимость этих предметов выросла в десятки раз. Уокер и Гленн попросили знакомых писателей написать по рассказу о каждой из купленных ими безделушек. А потом все эти вещи выставили на eBay с увлекательными рассказами вместо стандартных описаний. Проект назвали Significant Objects – значимые вещи. И он принес своим создателям $3600. Поэтому они решили его продолжить, отправляя всю прибыль на благотворительность. Эксперимент Уокера и Гленна – яркий пример эффективного интернет-маркетинга. В современных компаниях интернет-маркетологи отвечают за эффективное продвижение продукта или бренда в интернете, проводят исследования, усиливают эффективные рекламные каналы и ищут новые.
Узнать подробнее об этой профессии и понять, подходит ли она вам, можно на бесплатном курсе образовательной платформы «Нитология. Основы интернет-маркетинга. Старт в профессии». Курс подходит всем, кто хочет освоить новую специальность и научиться продвигать бизнес в интернете. Все преподаватели на курсе – практикующие специалисты, маркетологи, основатели агентств, HR-специалисты. За несколько занятий вам расскажут, из чего состоит работа интернет-маркетолога, в каких направлениях можно развиваться в этой профессии и каких компетенций ждут работодатели от новичков. Переходим по ссылке в описании и регистрируемся на бесплатный курс «Основы интернет-маркетинга». А по промокоду «Скажи Гордеевой», как всегда, получаем скидку 45% на все платные курсы нитологии. Что человек, которому страшно, может сделать такого, что не выходило бы за рамки законного? На самом деле, когда законы приспосабливаются к ситуации, очень трудно не выйти за их рамки. Законы меняются. И каждый день они становятся все жестче и жестче. И жесточе, я бы даже сказала. Поэтому очень трудно сказать, как можно себя ограничить тем, что законно. Потому что на самом деле закон и право – это разные вещи. И сейчас создаются законы, которые не лежат в правовом поле. И то, что мы не имеем права сказать то, что мы думаем о происходящем, закон нас ограничивает. Если законы меняются по прихоти определенных людей и очень быстро, трудно гарантировать людям, которых вы куда-то зовете, что у них не будет больших неприятностей. Потому что впечатление, что те, кто это все затеял, готовы. Готовы на самые безумные шаги. И недаром же говорится о возможности применения атомного оружия. У вас ощущение, что все это надолго? Мой опыт жизненный мне когда-то подсказывал, что Советский Союз разваливается. Когда я это произнесла совершенно в домашних условиях, я получила ответ: «Ты любишь громкие слова». Советский Союз развалился через 4 года. Вот. Это было в воздухе. Сколько-то времени назад я давала Велихову интервью на «Свободе». Да? И я сказала, что я снова чувствую это в воздухе, что что-то изменится. Но я не знаю, к лучшему или к худшему. Это тоже оправдалось. К сожалению, теперь оправдываются мои худшие предсказания. Поэтому лучше я от них воздержусь. Я боюсь говорить. Вопрос, на который я не могу ответить. Нас же сейчас очень всех обвиняют в том, что мы имперцы. Что все русские, все граждане России, ну, кроме тех, кто хочет отделиться, вроде Чечни. Мне кажется, что я не страдаю имперским сознанием. Но я не понимаю, как может распасться эта страна. Как она может мирно и спокойно продолжить процесс распада империи. Процесса совершенно исторически естественного. И там, где метрополия это понимает, там это и происходит спокойно. И люди остаются в дружественных отношениях. Алексеевна, сепаратизм – это статья. Нет, я не говорю об этом. Наоборот, я говорю о том, что я не понимаю, как это может произойти в нашей стране. Потому что Англии повезло, а не остров Великобритания, да? Все-таки остров Великобритании. У них тоже проблемы. И там, где есть национальное образование, там везде проблемы. Я думаю, что более мудрой была Российская империя, которая не имела национальных образований, а имела губернии. Могла бы продержаться дольше. Может быть, какой-то план был у светлой памяти Михаила Сергеевича. Может быть, он лучше понимал, хотя не думаю, потому что он-то считал, что мы сделали социалистический выбор, это выбор всего нашего народа, и вот поднимется поршень, давление уменьшится, и мы свободные пойдем к хорошей, доброй жизни. Он был сам добрый человек, доброжелательный, безусловно, позитивный. Развалился Советский Союз не он, как мы помним, правда? Хотя его сейчас в этом... Но считается, что он. Он этого не хотел, и он дал нам свободу. А свобода – это не только свобода для добра. Это свобода и для зла тоже.
И полезло все то, на что перестали давить, но что вот там вот было, так сказать, в капсулах зрело и не исчезало, потому что не было вылечено. Как вот это все лечить? Для этого нужно иметь желание лечить, а не расширять Россию границами, как это было всегда. И не нападать на чужие, на другие народы, на другие страны. И не говорить детям, что Украину придумал Ленин. Что здесь происходит? Тут немножко канцелярский магазин, немножко одежный магазин. Конечно. Какие-то кроссовки тут только что были. К сожалению, мы уже не можем раздавать по 5 тысяч на человека, потому что их нет. Они очень быстро кончаются. И оставшиеся деньги, которые нам жертвуют, мы все-таки выборочно на наиболее уязвимых, так сказать, членов семьи продолжаем выдавать, но уже всем не можем. На это средств нет. Хотя мы за вот эти вот месяцы получили в десятки раз больше пожертвований непосредственно от наших граждан, чем это было до этого. Даже так? Ну да, люди чувствуют потребность как-то помочь, как-то поучаствовать. Это в некотором смысле выражение своей политической позиции. Кстати, что у нас пострадало из-за переезда в новый офис, это склад. То есть У нас был большой нет? склад. Вот все, так что осталось от склада, да. И конечно, если, например, тут люди трудно хотят и помочь, душно. они могут тоже вам принести вещи. Да, они могут привезти вещи, только чтобы это был не 20 second hand, а чистые и чиненные. Вот, не обязательно совсем новые, хотя желательно. Меня вывезли из Донбасса. И я приехала сюда как беженка. Вот. Приехала, потому что у меня в квартире не осталось ничего, жить мне негде. У меня убило мужа и родного брата. Они вышли за дом, свернули за угол. Это мирные жители, это не военные. Мужу 26 лет, брату 29. И они вот вышли за угол дома, летел беспилотник, он завис, и они проходили. Рядом сидела компания. И они скинули прямо в ногах и разорвало. И ноги, и руки спасали мужа. Муж не выдержал. Брат до 4 часов утра мучился, и все. Не спасли ни того, ни того. И сестра мужа, которая уже в этот момент приехала в Россию, она говорит, тебе надо срочно уезжать, потому что ты беременна, тебе скоро рожать, давай приезжай. А возможности нет. В итоге жена мужа звонит мэру города по видеосвязи и говорит, у нас такая ситуация, сидит в подвале жена моего мужа, который только что погиб, пожалуйста, вывезите ее. В этот же день приезжают военные в этот подвал и говорят, выходите. Она говорит, нет. Она думала, что ее обманывают, что ее куда-то не туда увезут. И в итоге ее вывозят какими-то путями. Мужа родная сестра, она меня вывезла. Меня вывезли с нашего села до Бахмута, с Бахмута на Днепр, с Днепра на Киев, с Киева на Львов, со Львова на Польшу, потом Литва, Латвия и уже Москва. С Москвы на Королев. Теперь вот нужно родить благополучно, чтобы я получила гражданство, ребенок, чтобы получил гражданство, и жить дальше здесь. Мне еще очень нужна юридическая помощь, потому что у меня будет мальчик, я хочу дать ему фамилию мужа. Так как мы не расписаны, мы не успели расписаться, то мне нужна помощь, чтобы мне разрешили дать эту фамилию с разрешения мужа мамы. Сколько, по вашим подсчетам, на сегодняшний день украинских беженцев в России?
Я думаю, что можно верить оценкам УВКБ ООН, что это 2 миллиона, где-то в районе 2 миллионов. И это совпадает с тем, что говорят украинские коллеги. Мы же не прерываем с ними отношений, и самых близких и дружественных отношений с нашими коллегами. Я просто им низко кланяюсь за это, что ни разу я не получила от них никаких, так сказать, обвинений в свой адрес. Эта война абсурдна, при том, что она кровавая, жестокая и так далее, но она еще совершенно абсурдна. И этот абсурд, на который мы все время натыкаемся, бесконечно. Котиковая шубка – это эпоха женской беженской жизни. Ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было жалко. Она представляла некоторую ценность и была теплая. А кто мог сказать, сколько времени продолжится странствие? Так вспоминала один из важнейших символов эпохи писательница Надежда Тэффи, бежавшая из России вскоре после Октябрьской революции. Теплые практичные шубы из морского котика пользовались популярностью и в советской России. Вначале очень мало кто мог себе их позволить, но потом советские фабрики наладили производство имитированного меха. Главным хитом того времени был так называемый кролик под котик или электрический кролик. О защитниках животных тогда еще и слыхом не слыхивали, и такие шубы носили представительницы советской элиты, желая подчеркнуть свой статус. Сейчас для того, чтобы выглядеть стильно, не обязательно тратить огромные деньги на меховые шубы. Да вообще можно не тратить много денег на одежду, если вступить в закрытый клуб распродаж Чики-Рики. Чтобы стать членом клуба распродаж, достаточно просто зарегистрироваться на сайте или в приложении Чики-Рики. Сразу после регистрации вы получите доступ ко всем товарам по акционным ценам. Эти цены отличаются от того, что вы увидите на популярных маркетплейсах или на сайтах самих брендов, и они не зависят от сезона. Вам не надо ждать регулярных новогодних или летних распродаж. Они здесь каждый день. Каждая акция длится не больше недели, и раз в неделю витрина полностью обновляется. В Чики-Рики можно купить не только одежду для всей семьи, но обувь, аксессуары, косметику и самые разные товары для дома. А чтобы предложений и скидок было еще больше, можно оформить платную подписку. Она стоит 249 рублей в месяц, но эти деньги вернутся к вам, даже если в месяц вы совершите всего одну покупку. Скидка на товар гарантированно будет выше, чем в обычных магазинах. Переходим по ссылке в описании, регистрируемся и покупаем стильные вещи с максимальной выгодой в клубе распродаж Чики-Рики. Я сейчас столкнулась, что многие действительно искренне считают, что вот это нападение на Украину – это защита. Ну, вот просто мы с Оруэллом просто, так сказать, прямым попаданием оказываемся рядом. Это удивительно. С одной стороны, это желание находиться в сфере комфорта душевного и быть со всеми сообща и наряду с правопорядком, как хотел Пастернак. Это защита от того, чтобы у тебя не было неприятностей. Защита от того, что если ты с этим резко не согласен, ты же что-то должен делать. А делать страшно. Ну и, конечно, пропаганда, которая, вот как мы сейчас видим, очень сильно повлияла на людей, которые приезжают к нам из Украины. Каким образом? Ну, они видели нашу жизнь вот так сказать, по Первому каналу. Хотели быть здесь. И они радуются тому, что их будущее Россия. И мы с этим сталкиваемся. И, надо сказать, вот одна из наших сотрудниц сказала, что это самое тяжелое в их рассказах, что ей приходится слышать. Не такая модельная картина, которую обычно рисуют сейчас на Западе, в частности. Все вывезены исключительно против собственного желания и хотят выехать. Те, кто хочет выехать, могут выехать.
Так подождите, может быть, это просто мир чуть сложнее, чем себе представляют? Да, Это конечно, я западная об этом и пропаганда говорю. или российская Да, пропаганда? Я об этом и говорю. Все сильно сложнее, но не где-то в середине. А, к сожалению, уже середины, как я понимаю, нет. Все-таки есть четкие расхождения между отношением к тому, что происходит. Понимаете, такая идиллическая картина, что в Украине все было хорошо и прекрасно. Мы пришли туда, появился там Гиркин, он же Стрелков, провел агитацию на Донбассе, возбудил людей. Понимаете, нельзя, как говорят, разбудить спящую собаку. Для того, чтобы ее разбудить, она должна быть. Но я сейчас не чувствую себя вправе даже, в общем, больше об этом говорить. Для вас понимание этого шокирующая новость? Нет, не могу сказать, что шокирующее, потому что с 2014 года приезжали люди, и их настроение я знала. Все потоки беженцев через нас прошли. Тогда это был действительно Донбасс, и тоже было понятно, что тут пропаганда играет огромную роль. Вот я вам такой приведу пример. Пришли две женщины, одна довольно молодая и очень агрессивно настроенная. Пришли они за помощью, поэтому с нами они говорят, и говорят искренне. Одна просто просила помощи, а вторая говорила о том, что вы не понимаете, что там было. Вот нам заставляли говорить на их языке, который нам чужд, который мы не понимаем. В смысле, на украинском? Ну, конечно, на украинском. И это чужая культура, нас, так сказать, лишили нашей родины. Вот. И мне надо было, чтобы с ней продолжать, хотя бы просто записать, какие у нее члены семьи, понимаете? Нужно было ее как-то успокоить. И эту вот тираду прервать. И я ей сказала, ну вот человек довольно молодой, расскажите, а как вы раньше-то жили? Как вы в школе жили, учились? Да, я очень хорошо училась, я была активисткой, я стихи писала. Ну, прочтите стихотворение. Она читает мне стихи, которые она написала в школе. Явно, что она писала в школе без всякого насилия стихи, правда? И на каком языке? Украинском. Прелестный совершенно стишок о солнышке. Ну вот, как пишет девочка там 15 лет, да? О том, что солнце, о том, что радость, о предчувствии любви. В общем, весь ассортимент. Вот. И стихи по-украински. Вот на этом самом чужом языке, о котором она только что мне рассказывала, на котором их заставляли насильно. Ну, что тут скажешь? Вот что человек думает? Как понять, что он на самом деле думает? И что у него в голове? И только вытащив вот это вот наружу, то, что у человека действительно где-то спрятано, только тогда можно с ним по-настоящему работать. Иначе вы работаете с этим поверхностным слоем и ничего существенного сказать не можете. Это так как к нам постоянно приходят психологи, которые, значит, пытаются какую-то свою работу провести с беженцами. Опыт этот в психологии породил такое отношение несколько ироническое. Потому что, во-первых, мне пишут 20 методик, которые были применены. Потом мне рассказывают, какие выводы. И я понимаю, что ни один вывод не вышел за пределы того, что можно было сказать сразу при одном только условии. Сказать, что опрашивались беженцы. У меня нет ощущения, что есть какая-то наука или какие-то методы, которые дают возможность вот так вот глубоко проникнуть. Подождите, ну разве же не правда заключается в том, что любой человек, вне зависимости от взглядов, нравится ли ему Путин, или нравится ли ему Зеленский, или нравился ему прежде, например, Янукович. Наверное, такие люди тоже есть. Да вряд ли. Ну, харизмы нет. Правда, у Путина откуда-то харизма выросла, я не знаю. Неважно. В любом случае, этот человек хотел бы жить хорошо, спокойно, иметь возможность растить своих детей, воспитывать их, строить дом, красть его, перекрашивать в зависимости от своих вкусов, а не от смены власти. Какой-то набор очень понятных желаний. И эти люди погибают и лишаются этой возможности вне зависимости от своих политических взглядов. Мы знаем, кто на кого напал, и знаем, что тот, кто напал, тот виноват. Более того, мы знаем, что агрессор никогда не выигрывает войны. И мне, как гражданке России, приходится это признать, и тоже против исторических фактов трудно. Власть, которой недовольна, канализирует протестные настроения всегда против чего-то. Или направляет энергию масс, так сказать, на какой-то объект. Вот у нас стал этим объектом русский мир, так сказать, часть русского мира в Украине, который там страдает.
И люди считают, что они идут защищать, что эта операция направлена на то, чтобы защитить там людей. И некоторый элемент в этом есть. Ну вот мне сейчас отвечают мои сотрудники, а у меня там в Донецке погибли близкие. Погибли от украинской армии. Я бы сама пошла сейчас воевать, говорит совершенно замечательная женщина-адвокат. Вот люди ведутся на какую-то общую идею. Понимаете, жить хорошо – это тоже вопрос. Вообще человек хочет жить вот так вот спокойно, как вы сказали? Боюсь, что нет. Человеку нужны какие-то цели, большие цели. Вот так просто прожить жизнь, просвистеть скворцом, заесть ореховым пирогом, как известно, нельзя никак. Почему человек рожден для радости? Для счастья нужно еще и что-то другое. И вот я хочу обратить ваше внимание на такой интересный факт. Вот есть страны, в которых, в общем, мир и благодать. И в которых, в общем, все социально защищены. И человек понимает, что если даже у него там пропадет работа, государство его не бросит. И высокий уровень жизни. И что там есть еще? Там самый большой процент самоубийств. Швеция. Почему? Климат? Не знаю, климат ли. Когда я спросила 2 шведок, которые наверняка не покончат с собой, потому что они занимаются общественной деятельностью, у них постоянно стрессовое состояние, с нашими же беженцами в частности, которым их государство не дает статуса, которых высылают, и мы вместе их защищаем. Вот. Какой у них любимый король? Они сказали, Карл XII. Я говорю, почему? Он же проиграл войну. А они мне сказали, вот, он проиграл войну с Россией, и с тех пор Швеция никогда не вела завоевательных войн, и вот теперь у нас самый высокий уровень жизни. И высокий уровень самоубийств, как мы выяснили. Это мы тогда с ними не обсуждали. Но это тоже имеет место. Наверное, какие-то встряски нам нужны. Мы себе их постоянно устраиваем, человечество. Все это предмет обсуждения и изучения человека как вида биологического, мне кажется, очень отстает от, например, от этологии науки о поведении животных. Мы забываем, что мы тоже из этого животного мира, и хорошо бы знать, какие у нас сверхстимулы, как вообще мы устроены. Мы с вами не виделись больше года. За это время произошло куча всего. Мы с вами обе иноагенты. Да. Но это мало из бед. Произошло, наверное, самое страшное, что может случиться на веку одного человека – это война. На моем веку 2. На вашем веку 2. Вы вообще могли себе это представить? Нет. Эту войну точно нет. Но у нас была война в Чечне тоже на нашей памяти. У нас был Афганистан, когда я очень боялась за своего сына. Хотя он был еще достаточно юный, и он призыву еще не подлежал. Но я все время думала о том, что вот надо бы это остановить как-то, потому что настанет день, когда его призовут. Пытались его призвать, когда он уже закончил институт. Когда началась Чеченская война. Его вызвали повесткой. Он отказался эту повестку принять в отделе кадров. В 8 часов утра на следующий день раздался звонок у нас телефонный. Муж мне сейчас же трубку отдал, когда понял, что это официальное лицо. Петра Евгеньевича. Петра Евгеньевича нет дома. А кто вы? Я говорю, я его мать, я хозяйка дома, и, пожалуйста, объясните, кто вы. Я военком. Я говорю, понятно. И что? Вы знаете, что он отказался взять повестку? Я говорю, знаю. И что вы по этому поводу думаете? Одобряю. А Родину защищать? На нашу Родину никто не нападал. Когда на нашу Родину напали, и мой отец был в возрасте моего сына, у него была открытая форма туберкулеза, и он не подлежал призыву, да? Он занимался обороной города Москвы, и потом получил медаль за оборону Москвы. У меня, между прочим, бомба стоит, такая погашенная. То есть он на крыше дома хватал щипцами эти
бомбы из зажигалки и в бочку с водой их это тушил. Одну такую принес домой, не знаю, может, это незаконно, меня за сохранение оружия привлекут к ответственности. Но она уже погашена. И он этим занимался. И мы понимали прекрасно все. Мы не уезжали из Москвы. Я тогда в своем, в общем, младенческом возрасте, потому что я родилась в 1942 году во время войны, я тогда понимала, что идет война. Я понимала, что происходит. Несмотря ни на что, несмотря на ранний возраст такой. И я очень хорошо помню многие эпизоды войны. А что вы помните? Я очень хорошо помню, как меня, завернутую в одеяло, даже помню это одеяло, такое полушерстяное, носили в ванную комнату, откуда из окна был виден салют. Это были первые салюты Победы. И мама моя вспоминала, что я вечером перед сном каждый раз спрашивала, будет салют? Я понимала, что это что-то хорошее, что это победа, что происходит вокруг что-то очень страшное, и что оно все-таки побеждается. Но это совсем младенчество, понимаете, будет 1,5 года. Еще я помню, как мы первый раз вышли гулять с няней. И мы напротив нашего дома в Хлебном переулке были в таком палисадничке, который штакетничком огражденный. И сейчас этот штакетник был бы мне, наверное, ниже колена. А тогда я помню, что я стояла вот так вот, держалась за него. Вот такого я была размера. И по нашему переулку шли пленные немцы. Это уже, наверное, 1944 год еще. И вот эти немцы идут. И это вот был момент, который я вспоминаю как момент культурной прививки. Потому что вот мы стоим, все молчат. Малышня, няни, мамы, которые гуляют с детьми. Абсолютная вот такая, знаете, оглушительная тишина. Когда в этой тишине как бы концентрируются общие одинаковые чувства. И я понимаю очень четко, что эти люди в чем-то очень виноваты. Что они сделали что-то плохое. Я до сих пор помню одного из этих немцев с таким вот острым немецким носом. И вот то, что, знаете, называется нос на квинту. С опущенной головой. Вот они идут мимо нас, не глядя на нас. В серых бушлатах, серые лица. Вот это ощущение. И борьбу внутреннюю. Вот я их должна ненавидеть, а мне их жалко. Это правильное чувство, что жалко. И моя няня, старшая из всех, кто там был, взрослый, говорит вдруг, Господи, бедные, что они наделали? И облегчение можно пожалеть. Вот это вот, знаете, вот прямо вот осталось как ощущение. Да, можно пожалеть. Даже того, кто сделал что-то очень плохое и страшное, можно жалеть, когда он уже лишен возможности это делать. Ну, тогда это так сформулировано не было. Я еще помню, как в 1947 году отменили карточки. И можно было со стола взять не одну конфету, а 2. Конфеты эти очень хорошо помню, раковые шейки. Еще помню о войне ленд-лиз. И помню ботинки. Свои первые ботинки, которые у меня надеты, видимо, на ноги, потому что я хочу их в рот, а не получается. Я не понимаю, что мешает. Мешают мои собственные ноги. Вот эту картину я тоже очень хорошо помню. Вот это вот, понимаете, как картинка в кино. Вот что-то такое розовое и мешающее, и 2 белых, таких лакированных с огромными языками белых ботинка, которые очень хочется попробовать на вкус. Пожалуйста, посмотрите. Вы по какому вопросу? Я хочу одежда и видишь, когда Есть такой более мальчуковый вот такой тоже. Возьмите один себе. Не правда. А вторая школа вообще ничего не ответила. Весь пакет документов.
На свет будет прямо выдавать. Она может взять прям целую коробку. Вот пойдите, посмотрите, что там. Можете пройти, да? Вот там такие вот штучки в этих коробках. Важный вопрос. Когда люди жертвуют гражданскому содействию, они подпадают под действие закона о том, что они оказывают содействие иностранному агенту? Это будет важно, потому что вот люди будут смотреть, например, нас, и они захотят сделать пожертвование. Да, люди делают пожертвования, пока еще никто от этого не пострадал. И как видите, вот видите, иногда эти пожертвования, в общем, огромные. А что это вообще такое? Кстати, там батончики всякие. Еда? Да, там еда, причем еда... Слушайте, куда мы приехали? 2022 год, вам еду жертвуют? Катя, нам просто жертвуют еду, ну вот просто еду. Нам просто приходит какая-нибудь женщина, приносит 2 килограмма яблок. Мы их раздаем. Люди с удовольствием это берут. Или бананы. Или гречку, например, привозят. Много пачек. Мы составляем такие вот продуктовые наборы и раздаем. А тут мне написал человек, который сказал, что он хочет помочь нам. Он сказал, что он хочет привезти много еды. Я сказала смело, что мы возьмем столько, сколько он даст, но что будет 1,5 тонны, я не ожидала. Не знаю, на склад можно приходить раз в месяц вещи смотреть, да, если какая-то будет особо сложная ситуация, ну, придется рассмотреть. Но так в целом пока 1 раз. Спасибо. Ничего, потому что стоял. Что вы подумали 24 февраля? 24 февраля мы ждали этого дня. У меня появилось вот это ощущение дежавю, что это произойдет. Когда начали, во-первых, вывозить оттуда еще до, извините, спецоперации. И Путин постоянно стал говорить, чуть не каждый день, что мы не собираемся воевать, да что вы, чего вы взяли. И я стала вспоминать 68-й год, когда во всех газетах писали, что Советский Союз не будет вводить войска в Чехословакию, что это невозможно. Это каждая газета. Мы собирали с Женей, с моим мужем, однокурсником моим, одногруппником, и ждали, что будет. И вот это было ощущение такое. Тебе 1 раз сказали что-то, ты поверил. Тебе зачем-то снова это говорят. И еще раз, и еще раз. И появляется сомнение. Не хотят ли тебя ввести в заблуждение? Слишком уж часто повторяют одно и то же. Ну вот было то же самое и в этот раз. Поэтому мы все были в напряжении, и у меня было ощущение, что да, это произойдет. И там вот с утра мы узнали, что войска введены. И это было, конечно, жутко. Все равно надежда оставалась. Это все равно была шокирующая информация. Вот. А Олег Орлов полетел выходить на площадь. 26-го, если я не ошибаюсь. Ну вот. А потом 6 марта мы с ним вместе вышли. Но я не участвовала в акции, а была как корреспондент, фотограф. Вот. Потом выступала свидетелем у него на суде. Вот. Лозунг, конечно, у него был страшный, конечно, ужасный. Лозунг был «Свобода России, мир Украине». Что можно против этого иметь, я не знаю. Причем мы с Олегом пришли не туда, куда надо. Мы не дошли до этого места. Я ему сказала: Олег, что-то никого не видно. Может быть, перенесем на другое время? Он сказал: нет. Если можете, меня сфотографируйте. И вышел один, вот, подняв бумажку. И через минуту его забрали. Вот у меня тоже есть фотографии, потому что я сделала фотографии, передала. Они были приобщены к делу, что самое смешное. На этих фотографиях видно, что там, где он стоит с этим своим призывом, там где-то в отдалении человек 7. А в протоколе было написано, что он участвовал в акции, в которой было 700 человек. И вот что меня больше всего удивило, это что судья приобщил к делу фотографии, которые я сделала. Там указано время,
Там указано, там видно, как он стоит, потом вид сзади, как его уводят. И видно разница во времени, 1 минута. Значит, единственные участники этой акции – это росгвардейцы, которые тут же подхватили его под руки, повели в автозак. Вот на этом все кончилось. Там написано, что было 700 человек. Судья согласился меня допросить как свидетеля. И мне задают вопрос – а видела ли я эти 700 человек? И почему они в протоколе? Ну, какой может быть на это ответ? Я знаю, что есть такие ситуации, когда у человека двоится в глазах. Вот, знаете, у Юрия Никулина есть такой анекдот, как там соревнуются на расстоянии убить попугая, выпив алкоголя. У меня очень дети любят этот анекдот почему-то. Вот, ну, он такой, да, детский вполне. И... Значит, конечно, там англичане, французы, немцы, они никуда не годятся. Они там выпили свой шнапс, виски, еще что-то, и промахнутся. А наш выпил 2 бутылки водки и попал. Ему говорят, как тебе это удалось? Он говорит, а что же, 4 ствола и все небо в попугаях. Ну, вот у этих людей, у росгвардейцев, видимо, тоже было все небо в попугаях. Ну, каким, спрашивается, образом они насчитали 700 человек. Что меня удивило меньше, но тоже показалось мне довольно странным. Как после всего этого можно принять решение об участии его, Олега Орлова, в этой акции? Ну, каким образом? Вы в здравом уме, у вас фотография перед глазами, у вас же не может быть все небо в попугаях. То же самое произошло потом со мной. Меня тут же, когда я пошла домой, сделав свое дело, и отправив фотографии, и сообщив, что Олега задержали, что нужно идти ему помогать, меня забирают, потому что у меня какая-то система опознавания лиц определила. В метро? Да. Вот, меня забрали, отвезли в отделение полиции. Это было замечательное совершенно время, потому что это был день моего рождения. Мне исполнялось к вечеру только, как я знаю по рассказам мамы, 80 лет. Я знала, что кто-то придет, и вместо того, чтобы готовить какой-то ужин, я сидела там в кресле. Ах, в кресле? Меня не отняли телефон. Я принимала поздравления, в том числе от всех сотрудников полиции. Потом пришел Бабушкин, Андрюша. Это тоже была замечательная сцена, когда он вызвал там начальника, я не знаю чего, но начальник был в 1,5 раза выше Андрюши. Хороший такой здоровый, подтянутый мужик, который перед Андрюшей стоял во фронт, вот, и слушал его, глядя на него снизу вверх. А почему? А потому что Андрюша был такой авторитет. Когда я сказала, что я член общественной организации, меня спросили, у Бабушкина? То есть Бабушкина там знали. И он умел с ними, да, он умел с ними разговаривать. Понимаете, еще у меня тоже есть такой способ. Вы можете что угодно сказать. Вы можете сотруднику полиции, который на улице что-то нарушает, сказать, вы нарушаете там 31-й пункт устава патрульно-постовой службы. 100%, что он его не знает. И вы можете не знать. Андрюша сыпал просто этими номерами, и то, и другое, и третье, 10-е. Он говорит, да-да, вот мы сейчас, мы оформим. Потом приехала Наталья Борисовна, сотрудник Москальковой. Короче говоря, со мной были действительно идеально вежливы. Послушайте, Ну вот. вам 80 лет. Да. У вас дети за границей. Да, к сожалению. Почему вы не уехали? Я здесь нужна. Здесь организация, в которой приходят люди. А у вас нет ощущения, уже что 4 с лишним сроки этой тысячи организации сочтены дни? Даже если это так. Это будет вместе со мной. Я не могу ее бросить, чтобы еще нести ответственность за то, что ее уничтожили без меня. Так что об этом... Знаете, я никогда не думала. У меня был, вот поскольку мой муж еврейского происхождения, и когда мы поженились, я его спросила, Женя, ты хочешь, чтобы мы уехали из страны? Если ты хочешь, чтобы мы уехали, но в Израиль, не в Америку. Я с тобой поеду. Он сказал, я никуда ехать не хочу. А что вам Америка не мила? Понимаете, это для меня страна чужая. Там есть некоторые вещи, которые мне просто совсем не нравятся. Да? Вот их такой... Они еще более, мне кажется, так сказать, склонны к такому коллективизму, чем мы. Ну что это за страна, в которой нельзя сказать, любая жизнь важна. И это воспринимается как антитезис к тезису жизни черных важны. Мне кажется, что это очевидно, что жизни черных важны. Движение это я понимаю.
Но противопоставлять одно другому невозможно. Говорит человек из страны, где невозможно выйти с плакатом «Просто мир». Да. Здесь я имею право противопоставить свое мнение. А там я что? Кому я там нужна вообще, кроме своих детей? Вот это поворот. Для чего я там бы стала жить? Понимаете, может быть, если бы я была исследователем, ну, как некоторые мои коллеги, да, может быть, я бы уехала. Я еще поняла, что это нужно. Вот меня приглашали выступить во время заседания Рады украинской. Ну, не во время, а в перерыве. Они меня, видимо, там на экран пустили, задавали мне вопросы. Я отвечала так, как я отвечаю везде и всегда. О том, что я думаю по поводу того, что происходит. И когда журналист в конце сказал, я прошу всех еще раз вспомнить, что Светлана Алексеевна Ганушкина находится в центре Москвы, а не уехала, я поняла, что это важно. Что важно, чтобы голос шел отсюда. И мне кажется, что это важно, действительно. И потом вообще, знаете, есть еще такой довольно примитивный тезис. Почему я должна уезжать? Пусть они уезжают. Почему я должна уезжать из страны, которой столько моих предков отдали жизнь? Почему я должна уезжать отсюда, где мой дед занимался медициной, развивал медицину и делал ее доступной, где мой прадед, его отец, занимался детьми беспризорными, был директором приюта, где моя двоюродная бабушка учила детей. Почему я должна уезжать? Где мой отец развивал авиационную промышленность и сыграл там немалую роль. Почему я должна отсюда уехать? Это моя родина. Я не хочу ее отдавать этим людям. Чем вы сейчас спасаетесь? Спасаемся тем, что работаем, помогаем. Понимаете, вот это ощущение, что ты кому-то нужен, оно переводит все немножко в другую плоскость, когда начинаешь страдать от того, что ты не можешь помочь, а не только от того, что происходит вокруг. Вот конкретный человек перед вами, вы ему не можете помочь. Вот для меня это все идет вот индуктивно, так сказать, от уровня общения с людьми дальше к общению с обществом, организациям своим, и дальше все шире и шире, в конце концов, к власти и, увы, к политике, от которой я всегда руками и ногами отбивалась. Когда мне когда-то предлагали, когда еще «Яблоко» было парламентской партией, мне предлагали выдвигаться. А что вы думаете, правильно ли это было? Не знаю. Не знаю. Мне очень не хотелось этим заниматься. Ну, у российской интеллигенции 90-х вообще такое было брезгливое отношение к политике. Ну, не только 90-х. Ну, тем более потом 2000-х. Отношение к политике было не только, знаете, не только к политике, но и прежде всего к власти. Она всегда была чужой. Да что они делают, как они решают? Какие-то они. Вот то, что они – это мы, и то, что мы их выбираем. Ну, конечно, в советское время мы никого ничего не выбирали. Я голосовала один раз в советское время, 18 лет, когда мне первый раз надо было идти голосовать. И за мной буквально пришли. Ну как, поздравить с цветами. Ну что мне оставалось делать? Подводить бедных агитаторов. Нет, ну я даже сама в университете была агитатором, так что ходила на какие-то выборы, вот приглашала. Даже получила грамоту, потому что оказались избиратели какие-то очень добрые. Когда стали спрашивать, какой у них был агитатор, я была у них один раз. Конечно, она приходила много раз. И совершенно неожиданно для себя получаю грамоту за хорошо проведенную агитационную кампанию. На самом деле, когда я приходила, может быть, потому, что я приходила и разговаривала с людьми о них, об их жизни. А это большая потребность у человека рассказать про себя. И что интересуется именно им. Как вы живете, как и что. Но потом же я вот ваш агитатор. Ну, собственно, вы все и так знаете. Расскажите про ваше житье-бытие. И люди с удовольствием разговаривали и рассказывали. Может, поэтому они меня потом так оценили. Хотя как агитатор я ничего не делала. Но при этом вот советская эта система, при которой люди думают одно, а говорят другое, и для них это очень привычный способ существования, сейчас такое ощущение, что возвращается. Ну, сейчас, да, безусловно. Это тоже вопрос, который меня очень интересовал. Вот когда человек говорит, я думаю то-то и то-то, вот он что имеет в виду?
Вот одна девочка 13-летняя, я этого забыть не могу, она убеждала меня, что это ее точка зрения, что религия опиум для народа, а наука – двигатель прогресса. Это когда было? Когда это было? Когда родился мой внук, 35 лет назад, значит. Потому что я помню, что я гуляла с коляской, а эта милая умная девочка на велосипеде рядом ехала. Ей хотелось поговорить. Ей хотелось поговорить с кем-нибудь взрослым. И вот мы с ней говорили о жизни. Я говорила, что нельзя так говорить о религии. Это, в общем, неуважение к людям. Ну как же? Ну разве вы не согласны? Я ей говорила, ты понимаешь, что ты говоришь лозунгами, которые ты прочла где-то там на стенке? Нет, сказала она. Я сама так думаю. И сама придумала, и сама придумала. Поэтому что человек думает, это очень сложно. Вот, знаете, у Хемингуэя есть такой момент. Там есть мальчик у него, по ком звонит колокол, который, вот он такой коммунист, он все время повторяет. Пассионария говорит то-то и то-то. Пассионария говорит то-то и то-то. И он такой вот убежденный. И он говорит то, что он думает. Да? А потом его убивают. И в последние минуты он обращается к Деве Марии. Вот на меня это когда-то произвело впечатление. Он не говорит пассионария. Он говорит о том, что действительно у него в глубине души и кому ему кажется, естественно, обратиться. И это ведь с чем определено? Культурой. Культурой, которая заложена с детства. И он просит о добре, о милости. Он не собирается, уже, так сказать, туда с воинственными чувствами. Вот. То есть вот это вот глубинное воспитание, теперь слово глубинное, как превратилось во что-то совершенно другое. Это глубинный должен быть народ, да. Да, а, кстати, вы понимаете, что такое глубинный народ? Это термин Суркова. Да, я знаю, что это термин Суркова, и я его переименовала в голубиный народ. В народ, который на все согласен, со всем соглашается и сидит тихо, как голубок. Хотя голубь – агрессивное животное, на самом деле. Так что такое глубинный народ, я не знаю. Очень многие сотрудники, в том числе и Комитета гражданского содействия, уехали из России. Как вы относитесь к этому? Нет, это их решение, их воля. Я отношусь к этому с пониманием и принимаю это. Мы стараемся сохранить отношения. Те, кто уехал, работают. Несколько человек работают по-прежнему с нами у нас. Выполняют свою работу. Если ее можно выполнять на расстоянии, то, значит, они это делают. Сейчас такая возможность коммуникации, которая объединяет мир, а не разъединяет, она дает такую возможность. Мне вот казалось, что вот направление развития человечества сейчас – это именно к объединению. Ну, мне кажется, что это очевидно. И за это говорит вот это создание единого информационного пространства. Надо все-таки повесить сейчас железный занавес не удалось. И, скорее всего, не удастся. Ну, все так или иначе находят способ получить информацию оттуда, откуда хотят. Не обязательно нажимать кнопку телевизора. Но очень многие говорят, что теперь с государством российским невозможно сотрудничать, нельзя, потому что руки в крови. Ну, понимаете, если мы считаем, что руки в крови у всех россиян, как есть такая позиция, да, то они у нас в крови тоже. Так. Вот. А если мы считаем, что все-таки каждый ответит только у некоторых, да, я-то считаю, что мы ответственны за то, что происходит. Но насчет того, что руки в крови, это преувеличение у нас, у каждого. Все ответственны, мое мнение, не виноваты, но ответственны. Предъявить претензии можно только за то, что человек непосредственно сделал. И вот этот сотрудник ФМС, который каждый день принимает людей, он точно так же отвечает, как и я, ни больше, ни меньше. Потому что он гражданин России. И он не принимает решения на высшем уровне. И мы не можем с ним не сотрудничать, потому что люди, которые к нам приходят, нуждаются в том, чтобы они получили правовой статус. А кто может дать правовой статус? Если мы можем дать шоколадки какие-то, да, или деньги даже на лечение, и даже оплатить серьезное, высокотехнологическое лечение где-то в больнице, операцию какую-нибудь серьезную, бывает так, что мы находим на это деньги, то, по крайней мере, дать правовой статус может только государство. И как мы можем с ним не сотрудничать? И даже если мы ему оппонируем, это тоже форма сотрудничества. Даже когда мы пишем жалобы на него в суд, мы с ним находимся в контакте. Мы не можем от него избавиться, стряхнуть его с себя и сказать, я больше это государство не вижу.
Оно мне не нравится. Ничего не сделаешь. У нас наши некоторые юристы пишут Путину. А еще бывает, что я открываю конверт, на нем написан мой домашний адрес. Вот представьте себе, да? А там написано: уважаемый Владимир Владимирович. И там, значит, простой парень рассказывает, что его жену признали нежелательной в России, закрыли ей въезд. И она узбечка, гражданка Узбекистана. И она не может въехать. И вот что теперь делать? И он рассказывает, как он встречал ее с Бэби. Бэби родился в Москве, кстати. Она потом ездила родственникам показывать. С этим 1,5-годовалым малышом. Он встречает радостно эту свою жену, узбечку. И ее не выпускают. Их сажают в какое-то закрытое совершенно помещение. Маленький ребенок был очень шокирован тем, что ему пришлось пописать в уголок при всех дядях и тетях, которые там были. Потому что в туалет не выпускают. У него, у самого этого парня, у него случился нервный приступ, и у него отнялись руки и ноги. И он там упал, понимаете, и лежит, и говорит: а через меня перешагивают. И это вот он все написал. И написал невероятно чувствительное письмо. Написал, что вот, как же так? У меня была первая жена, которая там пила и гуляла. А это моя жена, хотя она и узбечка, она очень хорошая. Она заботится о ребенке, хорошо держит дом. И что меня совершенно покорило, прям до слез, и хорошо готовит. То есть все достоинства. Почему не пускают такую хорошую женщину в Россию? Так чем дело-то кончилось? Дело кончилось тем, что на этой встрече я Путину в руки отдала это письмо. И сказала: вас очень прошу, прочтите, пожалуйста. Получите большое удовольствие эстетическое. И? Через некоторое время из ФСБ приходит ответ, что обвинение снято, а они потом объяснили, то есть запрет на въезд снят. Они объяснили, что произошло. Видимо, им не хватало этих самых выдворенцев, и они ей вменили 2 нарушения правил уличного движения за рулем. Эта женщина за рулем никогда не сидела. И вообще плохо себе представляет, что это такое. И машины у них нет. Ну, это же какая-то вообще бессмысленная жестокость. Это на самом деле коррупция. Так просто? Ну, конечно. С них начальство спрашивает, чтобы у них было определенное количество протоколов. Но вот они наделают на таких беззащитных людей. Короче говоря, я вызываю этого парня и говорю: вот, подействовало, видите? Получили разрешение. Пусть жена приезжает, встречайте с этой бумагой. Пожалуйста, никаких истерик, никаких там обмороков и прочего. Держитесь. И если что-то не так, звоните мне. Она приехала, ее снова не пускают. Почему? Потому что из базы данных не изъято. Из ФСБ ответ, что они сняли запрет, а в базу данных они не поместили. И в эту базу, чтобы попасть, вернуть, при этом они помещают в базу тогда, когда решение принято, но еще не вступило в силу. Ну вот он мне звонит и говорит, что не пускают снова, она в базе. Я говорю: вызывайте руководителя группы этой пограничной. И когда будете с ним разговаривать, включите громкую связь, чтобы я слышала. Ну, я ему говорю: я Владимиру Владимировичу Путину в руки письмо дала. Как это так вообще? Мне снова с Путиным встречаться? Ну, пропустили. Иногда приходится на такой некоторый блеф идти. Одна наша подопечная, они из Чечни, у них 7 человек, им не давали паспорта. Но мы уже вот ходили к руководству МВД, уже была инструкция вниз спущенная, что им дали, уперлись и все. Вот просто такая личная антипатия к семье. И она, значит, рассказывает. Приходит и говорит: все 7 паспортов выдали. Как, прямо так сразу 7? Да, все 7 выдали. Каким образом? А я, говорит, пришла к ним в пятницу, к концу. И выходит начальник, говорит: не сидите, я вас сегодня не приму. А я ему говорю: а я и не собираюсь к вам идти. Я тут наблюдаю. Вот в понедельник у Светланы Алексеевны снова встречается с Путиным. Светлана Алексеевна Ганушкина, вот в газете, видите, написано. И она договорилась с Путиным, что на 2 минуты пустит меня. Слушайте, какие дураки же не поверили. Они сказали: не надо. Зачем? Зачем отвлекать президента? Что вы? Приходите завтра, а завтра суббота. И в субботу им выдали всем 7 паспортов. Слушайте, ну это же все какое-то безумие.
Ой. И то, что вы рассказываете, просто в чистом виде безумие. Вы вообще что? что-нибудь понимаете про Путина? Про Путина? Да. Я понимаю, что человек, которого нужно было бы показать ученикам моего дедушки. Опять на статью. Отвечайте как-нибудь обтекаемо. Ну, а что обтекаемо? Мне кажется, что любой руководитель государства периодически должен проходить медицинское обследование, в том числе и у психиатра. А я к психиатрам отношусь как к обычным врачам. Вы вспоминаете свое детство как счастливое? Я просто помню только одно, что я была самым главным человеком в мире. Ну, вы понимаете, столько стариков рядом, да? Вот. И обуздать мой вздорный нрав могла только мама. И я перебила кучу дорогой посуды. Намеренно. Вот прибегала, как мама рассказывала, я тоже это немножко помню. Брала что-нибудь, а как приятно, а? Пока сделать. Тоже вот натура. Поэтому у вас вот из семейного осталось только раз-два и обчелся, и то мельхиоровое. Нет. Почему мельхиор? Это серебро. Ой, извините, пожалуйста. Нет, осталось, конечно, кое-что. Но когда мама меня потом упрекала, что вот я разбила такую вазу и такую вазу, я потом где-то уже, когда я замуж вышла и стала детей воспитывать, сказала своей маме: мама, скорее это я тебя могу упрекать. Потому что за эту двухлетнюю девочку, которая посуду пила, отвечают родители. Она свою ответственность несет. Почему вы разрешали? Ну, разрешалось все. Это было раннее детство, потом была школа, потом в 1 классе, во 2 полугодии я заболела и пошла в школу 4 класс. И первые 2 года вот этой школы, 4-5 класс, воспоминаю как кошмар. Это самый большой кошмар моего детства. Ну, понятно было. Пришла девочка, которая была совершенно не социализирована, весила 80 килограмм. Я сейчас вешу на 20 килограмм меньше. А почему 80? У меня было с сердцем плохо. Профессор, который смотрел меня, бывший друг моего деда еще, он сказал маме: чем дольше вы ее продержите в постели, тем лучше. Меня продержали почти 3 года. Я вставала только летом на какое-то время. Снимали родители дачу недалеко от собственной дачи учительницы нашей. И она месяца 1,5 со мной занималась. И переводили меня из класса в класс. При этом писать я совершенно не умела. Но много читала. Ну, в общем, короче говоря, это такой монстр появился в школе. А это вы понимаете, да? 4 класс, 11-12 лет. Девочки начинают чувствовать свою женственность. И присутствие такой вот женщины для них почти личное оскорбление. Я эти глаза вот этих 40 девочек, ненавидящие, помню до сих пор. Я помню себя у доски, когда я не могу отвечать, потому что на меня они смотрят. А потом в 6 классе нас объединили с мальчишками. Нам в женскую школу, естественно, скинули хулиганов. Они дрались, и я дралась. Это оказалось гораздо проще, чем противостоять вот такой вот ненависти. А потом оказалось, что с этими мальчишками, с которыми я дралась, нужно заниматься математикой. Вот почему я стала математиком? От общественной жизни переключились на личную. Ничего, это всегда связано. Вот мне учительница поручала с ними заниматься, потом они сами ко мне приходили домой, иногда папа мой с ними занимался. Безотцовщица абсолютная, нищета. Матери, которые не знают, чем их кормить. Когда я уже была в классе 7, чувствовала себя хорошо в этом коллективе. И то, что я готова дать сдачи и иду на кулак без страха, на них произвело впечатление. А это хулиганье, это арбатские трущобы, понимаете? Это дети, которые воспитаны в очень тяжелых условиях. И вот в 7 классе учительница дала мне несколько записок и поручила разнести родителям. И у нас был такой второгодник-предвторогодник. У него уже усы были. Ну, взрослый мужик. И вот я пошла нести записку. Ну, учительница сказала, я должна выполнить записку его маме. И Витька пошел со мной. Всю дорогу он ругался и говорил: дура, ну какая дура, куда девчонку послала? Сама, небось, боится в наш подвал, а девчонку послала. Мы с тобой вместе идем, я мать вызываю, ты записку даешь, мы с тобой уходим. Мы пришли в этот подвал, мать была после ночной смены, он ее разводил, сказал: мать, иди, возьми записку. И она меня, какими словами, за кого она меня приняла? Я эти все слова слышала в первый раз в жизни.
Кого привел? Но я не буду воспроизводить, ладно, текст? Вот. Возьми записку, иди спать. И говорит, видишь, уже выпивший. И вот с такими ребятами оказалось проще, чем с этими самыми девочками, которые говорили, наше звено не может бороться за первое место в классе, потому что у нас есть Ганушкина, и не буду называть вторую девочку по фамилии. Поэтому говорить о детстве, смотря о каком детстве говорить. Счастливой я себя почувствовала, когда поступила на мехмат. И я поняла, что там странных много, не я одна. Вот. А потом я поняла еще, что, в общем-то, носить на себе 80 килограмм совсем не обязательно, есть способ похудеть. И он один и простой. Вот сейчас все замерли. Меньше есть, все. Пост и никаких, только постов, никаких молитв. И я на первом курсе сбросила 16 килограмм. Я была в городе, где родился Рембрандт. И около дома, где родился Рембрандт. В этом городе теперь живут мои азербайджанские друзья, которые были вынуждены покинуть свою родину. А у вас какой любимый художник? Это трудно сказать. Но Рембрандт, безусловно. И я люблю и наших художников многих. И я очень люблю Гончарову. Она совершенно необыкновенный художник. И, по-моему, не очень как-то до сих пор известный. Когда была ее выставка на Крымском валу, я просто была поражена разнообразию стилей, которыми она владела, и вот выразительностью. Вот, нашла. Вот, представьте себе дом, где родился Рембрандт. Рядом с домом такая площадка, такой странный стоит этот мольберт, и очень странный человечек, который не очень понятно, что делает. То ли это сам Рембрандт, который рисует, то ли это человек, который смотрит на картину. Вот. А там, значит, если покрупнее взять, вот портрет виден, что нарисованный. Вот такой очень странный памятник. Кстати, вот к этому спору, к которому сейчас опять все вернулись, о том, что, возможно, одной из причин того, что с нами сейчас случилось, и того, насколько жестокие оказываются люди, это отсутствие просвещения, что если бы люди больше читали, больше ходили бы в музеи, слушали музыку, они бы, скорее всего, не могли совершать те зверства, которые они совершают. Вы согласны с такой точкой зрения? Ну, как вы думаете, немцы ходили в музеи? Да. А один из них был художником. Возможно, он обиделся, когда его не взяли в художественную школу? Трудно сказать. Ну, что касается воспитания, культуры, это, безусловно, единственный способ защититься. Человеку, к сожалению, не дан инстинкт не убивать себе подобных. И только культурой можно от этого защититься. Потому что у нас нету способов убийства, так сказать, таких, как есть там у животных, которые снабжены клыками, рогами, клювами очень сильными. Наш способ существования – это именно не то, что у человека разумного. Мне не кажется, что он очень разумный, но человек, который работает на своем интеллекте. Ну, неужели вы думаете, что книжка, или там 10 книжек, или 100 книжек? Дело не в книжках. Я думаю, что каждый человек, который хоть что-то читал в литературе, знает о слезинке ребенка, и как-то это запало. И кого это остановило когда-нибудь? Я думаю, что некоторых останавливает. Да? Потом прорывается вот эта вот биология, с которой нам придется жить всю историю человечества, пока мы не вымрем или не уничтожим себя сами. Именно благодаря интеллекту человечество сохранилось как вид, и именно из-за этого же мы погибаем, потому что мы создали такие средства уничтожения друг друга, которые, конечно, никакому волку, тигру там, или коршуну, или я не знаю, кому еще, или уже смешно говорить оленю, которые бодают друг друга очень красивыми рогами.
А Гиллельс у вас, кто у вас фанат Гиллельса? Фанатом Гиллиса был вот этот вот человек, который там на фотографии. Вот видите, в рамочке. Это профессор Гриша Гордон, друг наш, который за год даже не Автор ушел. книжки про Гиллельса. Да, и ни одной книжки. Он был учеником Гиллиса. Его любовь к Гиллису как-то немножечко переходила в нелюбовь к Рихтеру. Но это не важно. Гриша совершенно замечательный человек, умнейший был интеллектуал, но он не играл, не выступал. И его пригласил его друг в Вену. И он вдруг там раскрепостился и дал несколько концертов. И да, и были статьи в газетах, и одна статья называлась «Позднее рождение мастера». Позднее, это человек был за 60 точно. Но здесь опять это не произошло. Но он был учителем. Вот на другой фотографии он со своей ученицей любимой. И он нам тоже любовь к Гиллельсу привил. Ну, мы и так его любили. А вы в Гиллельса? Да, слышала, и Рихтера слышала. Очень неудачные концерты, к сожалению, разочаровывающие. Очень. И один раз я его слушала в клубе. Да, в клубе где-то на Беговой. Он играл в каком-то рабочем клубе. Рихтер. Рихтер сидел на каких-то книжках, играл на рояле «Эстония», которую, наверное, прямо перед ним настроили. И это было потрясающе. Вместе с ним играл Олег Каган, да, Наталья Гутман и какая-то... Это там в клубе на Беговой? Да, да. А что там за клуб такой? Я понятия не имею. Мне позвонил кто-то из приятелей. У Жени была такая группа, вот Гриша в нее входил. Вот они приходили к нам слушать музыку. Познакомились где-то в пластиночном магазине. И потом очень долго дружили. И позвонил мне Романов. Женьки не было. Он говорит: Света, в клубе будет играть Рихтер. Если его нет, приезжай ты. У меня есть 2 билета. Это было потрясающе. А вы сейчас, когда уже без мужа, вы слушаете музыку? Я слушаю музыку в основном... Ну, во-первых, меня наша сотрудница, которая сейчас уехала, к сожалению, она меня водила на фестиваль Шостаковича. Мы с ней слушали 7-ю, 8-ю, 5-ю симфонии. Очень было здорово. Особенно 8-я симфония на меня просто огромное впечатление произвела. Как будто бы эпоха прошла перед тобой. Вот побывал в другом мире со всеми его катаклизмами и вернулся. И так, это на выход. А так я часто включаю довольно хороший компьютер. У меня не тонкий слух, мне не обязательно какая-нибудь супер техника нужна для этого. Я включаю то, что я хочу. Брамса, например, который уже не любила, я нет. Третью симфонию Брамса. Знаете, фильм есть такой, который Ингрид Бергман играет. «Любите ли вы Брамса?» Вот. Там все время эта мелодия звучит. И я люблю Шостаковича. Женю раздражала, я иногда просто по 10 раз подряд слушала вальс Шостаковича, который называется... Да. Ну, это замечательный совершенно вальс. Да. Год назад не стало вашего мужа. Думали ли вы о том, что хорошо, что он не дожил до сегодняшнего дня? 533 дня, как его не стало. Вы считаете? Я просто знаю. Чего тут говорить, да. И вот это ощущение, что он все время рядом. Ну, ладно. 55 лет мы прожили вместе. А знакомы были
с 18. С моих 17, с его 18, потому что он был отработал. Вот. Да, что вы спросили? Ну, очень многие про тех, кого они любят, говорят, что хорошо, что они не знают про... Хорошо, что не знают. Нет. Я так не думаю. Да, там мне дочь пыталась это, это, так сказать, некоторое успокоение. Как было бы папе, да. Его мама и ее родители, они как раз из Украины. Из Чернобыля, между прочим. И, конечно, и там есть родственники, у него родственники. В Киеве и в других городах. Конечно, это было бы ужасно, но нет, все равно жить лучше, чем не жить. А вы верите в то, что есть что-то там после? Я агностик. Я просто решила эту проблему таким методом, не решать ее. Я человек совершенно не церковный и не религиозный, да. Но отрицать существование какого-то разума выше нашего, мне кажется, довольно смело. Верующие люди делятся на две группы. Те, кто верит в Бога, и те, кто верит в то, что Бога нет. А я не знаю. У меня было несколько случаев, когда, как бы чудо происходило, понимаете? Например? Например. Вот ощущение, что вот когда ты делаешь правильно и хорошо, живешь и поступаешь, что есть какая-то сила, которая тебя поддерживает. Может быть, это сила, которую мы сами придумаем. А пример такой, который очень раздражил нашу одну сотрудницу, так, не то что воинствующую, а такую активную атеистку. Нам труднее всего найти деньги на непосредственную помощь людям. Пожалуйста, на семинары, особенно в начале, когда развалился Советский Союз, семинары, тренинги, нас готовы были учить и учить бесконечно. На такой призыв «Не учите меня жить, помогите материально» отзывались очень плохо. Но это вполне понятно, потому что нас же не могут взять на содержание. Но, тем не менее, люди, которые к нам приходят, должны получить материальную помощь, потому что бессмысленно говорить о законах, о их правовом положении, если им сегодня вечером нечем кормить детей. И завтра тоже. И какую-то сумму мы им должны дать. И когда приходит больной человек, которому нужны деньги на лекарства, или на посещение врача, или на операцию, то есть деньги непосредственно нужны. И у нас была одна организация, которая вообще уже ушла из России, которая нам помогала, европейская, которая нам каждый год давала 20 или 30 тысяч долларов. И, в общем, это была большая сумма. И вот она в год нам давала, и уже она давно из России ушла, и говорила нам, что вот она уйдет, чтобы мы искали где-то еще. Мы искали, и найти на непосредственную помощь деньги не могли. И вот я сижу, разговариваю с каким-то посетителем, входит наша замечательная Лена Бурсина и говорит: Светлана Алексеевна, вот они написали, что все кончено, как мы будем в следующем году, непонятно. Вот что нам делать? И она такая взволнованная, и мне тоже надо ее успокоить. Лена, получим какую-нибудь премию. Глупости, говорит она, и уходит. Прихожу же домой. И у меня, значит, в электронной почте письмо фонда Стига Ларсена, где написано, что мне дают премию ровно в той сумме, которую нам давала та организация. А вы свои премии тратите не на себя, а на... Я не только премии. У меня есть еще зарплата же. Я работаю в программе управления по беженцам Верховного комиссара ООН. И у меня там в этом проекте есть зарплата. И я ее тоже не считаю своей. А мне пенсии вполне хватает. Что нужно в моем возрасте? У меня большая пенсия, 28 тысяч. Вы живете на 28 тысяч? Да мне вполне хватает, Катя. На что мне тратить? 11 тысяч я трачу на квартиру. А сколько может съесть 80-летняя бабка? Еще есть такой момент, что дочка меня одевает. Она мне шмотки приводит. Но они дешевые там в Америке. Вот. И все. Мне больше не надо. Выберите, пожалуйста, родина или истина? Я не очень понимаю, что такое истина. О родине я не говорю. Родина – это то, что внутри тебя. Ты часть этого, понимаете? И это нельзя ни с чем сравнивать. Если твоя родина не права, что нужно выбирать? Если родина не права, то нужно выбирать правду. И нужно требовать от этой родины, потому что мы имеем право на это.
Потому что Родина – это то, за что мы отвечаем. Мы несем за это ответственность. Вот тогда это Родина. Тогда мы граждане. Каждый человек, который чувствует себя гражданином этой страны, а это и значит, что это наша Родина, отвечает за нее. И ему самому решать, в какой форме он будет нести эту ответственность. Но не ему решать, что он получит за то, что его Родина делает плохо. И потом говорить о том, что мы же не виноваты, мы вообще ничего не предпринимали, мы не принимали никаких решений. Вот и плохо, что не принимали никаких решений. И мы, конечно, упустили момент создания федерации, от оставшейся при распаде Советского Союза территории. Мы много чего упустили, и мы за это отвечаем тоже. И мы отвечаем за то, что Борис Николаевич назначил своим преемником выходца из КГБ, хотя они пытались отрекаться от этого, но на самом деле, когда они праздновали какие-то юбилеи, они прекрасно их от НКВД отсчитывали. Вот. И мы отвечаем за то, что наша демократическая элита, политическая элита выбрала своим лидером партийного босса. Я уж не говорю там о всяких деталях алкоголического характера. Да. Почему? Почему было такое недоверие к самим себе? Почему из своей среды нельзя было выбрать лидера? Ах, мы никогда не управляли. Они управляли плохо. Как вы себе представляете, кто это должен был быть? Например, это могла быть Старовойтова, конечно, очень сильная личность. Хотя у меня с ней были большие расхождения. По вопросам беженцев, да. По вопросам беженцев и армяно-азербайджанского конфликта в целом, да. Но при этом она была сильная личность, мы бы нашли с ней способ примирить эти противоречия. Но почему надо было выбрать Ельцина? Почему, как только появляется человек, который экономически грамотен, у которого прекрасная программа партии, и который недостаточно харизматичен, слаб и так далее, как Явлинский, почему нельзя вокруг него объединиться было? Нет. Из равных нельзя выбрать. Нужно, чтобы что-то было над. Вот такое вот иерархическое сознание. Когда я пошла в Совет при президенте Путине, у нас было много разговоров с такой совершенно замечательным человеком, таким Сергеем Адамовичем Ковалевым. Вот. Который, не знаю, за что ко мне хорошо относился. Я очень много тепла от него получила, очень благодарна ему за это. Хотя у нас тоже расходились взгляды. И он мне говорил: вы доверяли этому человеку, когда шли в Совет? Я говорю: нет, это был для меня компромисс, который был направлен на то, чтобы сделать что-то, чего я не могу сделать без этого статуса. А не слишком ли много компромиссов? Вот это вопрос, где кончается. А я говорю: а вы, Сергей Адамович, когда шли к Ельцину? И он мне сказал: да, я верил, что это человек, который может меняться. Я тут могу только сказать. И наивно верили. А вы тоже наивно шли на компромисс. Но я сделала кое-что. В этой комиссии, находясь, я сделала кое-что. Во-первых, я пошла в эту комиссию тогда, когда руководителем сделали Эллу Александровну Панфилову. Не ту, которая сейчас заведует. Это один и тот же человек. Нет. Для меня нет. Послушайте, это один и тот же человек. Понимаю. Да, и Путин 2002 года и 2022 это один и тот же человек. Я понимаю. Мы с ней совершенно теперь расходимся. Я ей написала об этом смс-ку. Я написала, что мне очень жаль, что она в историю войдет не так, как могла бы, если бы осталось в истории то, что она делала тогда. Она вам ответила? Да. Что она вам ответила? Она ответила, что сожалеет. А что это за инициалы? На ложке? Да. Ольга Мажара, моя прабабушка. О, то у вас ложки прабабушки? Да, у меня ложки, вилки, вообще много чего. Она была бесприданница, но ей какое-то приданое сделали там, где она, так сказать, с детьми, репетиторством занималась. Мажарова – это такой род весьма-весьма аристократический, рязанский. Угу. Вот. У меня даже есть свидетельство о браке Мажаровой из дворян за мещанина Ганнушкина.
выходила замуж. А кто после вас будет жить в Москве? Вот все вот это Никто. продолжает. На мне кончается этот труд. И это грустно. Много чего кончается. Это грустно. Поэтому то, что дети уехали, я это понимаю умом, но не принимаю сердцем. И это не отражается на то, что это мои дети, что я их люблю, и внуков. Вот. Особенно старшего, которому 35 лет уже, который, собственно, мой третий воспитанник. Потому что дочке было 20, когда он родился. У нас тут дом был полный студентов. Дочка, ее муж, сын, который готовился в институт. Их друзья тут крутились. А у меня был один день, в который я умудрялась уложить все часы из сетки, все. Я приходила в 8 утра, проводила дополнительные занятия, в 9:30 начинались лекции и шли без перерыва до конца. В обеденный перерыв я спецкурс свой назначила. И студенты ходили, спасибо им. Границы схлопываются, да, дома пустеют, все возвращается к какому-то очень такому тяжелому нулевому уровню. Что вы об этом думаете? Это временно. Потому что общее направление развития человечества на объединение. Ну, вы посмотрите, человек идет по улице, улыбается вам, а она на самом деле разговаривает, я не знаю, с Пекином. И совсем не улыбается. А тому, кто в Пекине, улыбается ему. Мало того, вы знаете, ну вот как совершенно что-то фантастическое, были телефоны, на котором можно видеть изображение. Сейчас это кажется совершенно нормальным. Вы оптимист, да? По натуре, по складу психики однозначно оптимист. По прогнозам не совсем. Скорее нет на сегодняшний день. Изменились ли ваши представления о том, что важнее, милосердие или справедливость? За год, что мы не виделись. Нет, конечно, милосердие. Я к справедливости отношусь с большим подозрением. Потому что справедливостью часто называют соответственное возмездие. Вот что справедливо? Вам наступили на ногу, справедливо тому человеку другому на ногу наступить? Можно обсуждать, справедливо или нет. А хорошо или нет, ясно, плохо. Что было бы справедливым итогом той войны, свидетелями которой мы сейчас являемся? И соучастниками, в общем, тоже. Ну, во-первых, чтобы она закончилась. А потом уже, когда это будет так, обсуждать, что делать дальше. Я не знаю, что делать дальше. Я не знаю, сколько должно лет, десятилетий пройти, прежде чем в Украине перестанут реагировать на слова «наш братский народ» как на оскорбление. И хотя почти у каждого из нас есть там родственники. У меня тоже есть в Донбассе. Скажите, пожалуйста, где мы с вами встретимся через год? Не знаю, может, здесь и встретимся. А где нам встречаться, Катя? Я не собираюсь сюда уезжать. Если вы куда-то уедете, я к вам приеду на время, на встречу. Но жить я буду здесь.